Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня наш вечер посвящен памяти преподавателя Светланы Сергеевны Терёшиной. Этот педагог многие годы работал в нашем колледже и возглавлял фортепианное отделение. Она воспитала огромную плеяду пианистов-концертмейстеров, которые работают и у нас в колледже, и в различных городах России и даже дальнего зарубежья. Сегодня я буду рассказывать об учениках Светланы Сергеевны и учителях Светланы Сергеевны. И наш концерт называется «Продолжая, традиции». Виктор Лангеман, лауреат республиканского конкурса, закончил Новосибирскую консерваторию и уехал в Германию. В настоящее время работает в городе Кёльне и является одним из самых лучших пианистов-концертмейстеров. Татьяна Барон успешно закончила Алматинскую консерваторию. Долгое время работала у нас в колледже, потом уехала в Германию и работает в музыкальной школе сейчас. Людмила Агишева, она тоже трудилась много в нашем колледже, даже когда-то вела методику. Она закончила Челябинский институт искусств и в настоящее время живет во Франции, в городе Реннессе. Работает, ей 68 лет, и она работает с Реннесским оркестром. И также ведет частные уроки музыки. Светлана Мельникова. Она работала 13 лет в городе Астана, в оперном театре, а также в Казахской национальной академии музыки. Сейчас она проживает в Чехии, в городе Прага. Работает в Международной консерватории концертмейстером. Анна Богданова закончила Горьковскую консерваторию, а затем аспирантуру в Ленинграде. В настоящее время проживает в Москве и работает по специальности. Дмитрий Ковалев закончил Алматинскую консерваторию с отличием. Защитил диссертацию и является кандидатом педагогических наук и доцентом кафедры музыкальное образование Казахской национальной академии музыки в Астане. Елена Подлесная, сейчас она Кузьмина, она закончила Красноярский государственный институт искусств, где в настоящее время и работает. Андрей Слезко закончил Алматинскую консерваторию, в настоящее время работает старшим преподавателем в Северо-Казахстанском государственном университете имени Монашика Зубаева. Также он является концертмейстером хоровой капеллы при областной филармонии. Уже много лет Андрей Анатольевич дает сольные концерты, стабильно 2 раза в год, его репертуар огромен. Вот. Также в феврале 2017 года он был приглашен в качестве члена жюри на конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды» в рамках международного проекта города Омска. И хочу представить «Форе», «Пробуждение», «Рубинштейн», «Глубиться волною» исполняет Адель Нуриахметов и Андрей Слезко.
Валерий Пашский закончил Киргизский государственный институт искусств и более 25 лет проработал в Североказахстанском государственном университете имени Манаша Казыбаева. Раньше он назывался Педагогический институт имени Ушинского. В Петропавловском колледже искусств работает тоже немало учеников Светланы Сергеевны. Это Копытина Светлана Вениаминовна, Верещагина Ирина Александровна, Романова Светлана Сергеевна, Понукальна Наталья Эдуардовна, Брюханова Ирина Леонидовна, Кондратовна Надежда Руслановна. Также Александра Викторовна Терёшина. Это дочь Светланы Сергеевны. Она закончила Алматинскую консерваторию и аспирантуру при ней. В настоящее время работает в колледже пианистом-концертмейстером. Я была последней ученицей Светланы Сергеевны. Закончила Магнитогорскую консерваторию и работаю у нас в колледже. Георг Фридрих Гендель. Речитатив и ария Д'Артануса из оперы «Амадис». Исполняет Тишбаев Раимбек, концертмейстер Елена Родина. Sventura tua amante, grava tutte le pene, in questo petto amariana amadici, e me disprezza, mi promette Melissa, conforta il mio tormento, ma tardi veggio Dio, non ne potere al duoio mio.
педагогического мастерства, которая сама является продолжателем традиций великого русского педагога Константина Николаевича Игумнова. Светлана Сергеевна по окончании Петропавловского музыкального училища поехала поступать в Москву и закончила один из самых престижных вузов Советского Союза – Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. По классу фортепиано у профессора Дмитрия Михайловича Серова. Дмитрий Михайлович Серов – это внук знаменитого художника Валентина Александровича Серова и правнук русского композитора, выдающегося музыкального критика, одного из основоположников музыкознания Александра Николаевича Серова. Дмитрий Михайлович – пианист, доцент кафедры специального фортепиано Института имени Гнесиных. Дмитрий Михайлович учился у Льва Аборина и был продолжателем также традиций Игумновской школы исполнительского мастерства. Стоит также отметить, что в этом году исполняется 110 лет со дня рождения великого русского пианиста Льва Аборина, который непосредственно был учеником Константина Николаевича Игумнова. Дмитрий Михайлович Серов некоторое время работал в Саратовской консерватории, а в 1954 году по командировке от Министерства культуры СССР был направлен в Китай, в Шанхайскую консерваторию, где подготовил много китайских пианистов, в том числе и лауреатов международного конкурса имени Чайковского. Дмитрий Михайлович Серов был первым советским пианистом, которого отправили по командировке в Китай. Серов считался требовательным, строгим и особое внимание обращал на укрепление развития технической составляющей игры. Мне даже удалось найти учеников Дмитрия Михайловича. Гу Шенин, Ли Жуйси, Ши Дачжен, Ван Юй, Ин Чен Цзун. Гу Шенин – это ученик Дмитрия Михайловича. Далее он продолжал обучение у Рама Токуляна. И он имеет золотую медаль на 6-м международном фестивале молодежи студентов в 1957 году. Первую премию завоевал в конкурсе пианистов. Вторую премию на 14-м конкурсе пианистов в Швейцарии. И на 16-м стал лауреатом на 16-м конкурсе пианистов в Брюсселе имени королевы Елизаветы. Стал лауреатом конкурса. Ин Чен Цзун. Он получил первую премию в конкурсе пианистов 7-го фестиваля молодежи и студентов. И на международном конкурсе имени Чайковского завоевал вторую премию в 1962 году. По приезду Дмитрий Михайлович Серов работал в Москве и преподавал в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Также хочется сказать немножко слов о Льве Аборине, которого исполняется 110 лет со дня рождения. Это был педагог Серова. Это был первый советский пианист, одержавший победу в истории. Это был первый пианист, которого отправили, скажем так, в Европу. В декабре 26 года пришло положение о международном конкурсе имени Шопена в Варшаве. Оставалось 3 недели на подготовку. Игумнов настоял: будем играть. И Лев Аборин поехал в Варшаву и получил первую премию. Хочется зачитать несколько слов известного польского композитора Карла Шимановского. Давая оценку исполнению Аборина, он произнес несколько слов, которые обошли в свое время газеты многих стран мира. Феномен. Ему не грешно поклониться, ибо он творит красоту. И теперь подойдем, так сказать, к главному создателю пианистической школы, это Константину Николаевичу Игумнову. Это выдающийся пианист, замечательный педагог, создатель крупнейшей пианистической школы. В 14 лет Константин Игумнов приехал в Москву учиться музыке. Он попал к одному из лучших педагогов того времени, Николаю Сергеевичу Звереву. Это был человек, который обладал огромным педагогическим даром. Кто знает, у него учились
Сергей, да, Васильевич Рахманин, Александр Скрябин, Леонид Максимов. То есть Зверев набирал себе учеников, которые жили у него дома, и он их обучал, так сказать, пианизму. Зверев воспитывал в своих учениках высокий художественный вкус, точность воспроизведения нотного текста и характерное исполнение, отлично развивал технику исполнения на инструменте, культивировал в игре певучий звук и свободу движений. Зверев был продолжателем традиции Московской пианистической школы Рубинштейна и Танеева. Проучившись в Московской консерватории 3 года у Зелотти, затем он перешел к папству, это Игумнов. И получается, у него 3 педагога, да, было, это Зверев, затем Зелотти и папство. Все 3 учителя Игумнова сыграли огромную роль в развитии художественных способностей молодого исполнителя. Каждый из них внес свою лепту в формирование его творческой личности. Художественные же идеалы Константина Игумнова во многом определили его учителя по теории Танеев и Оренский. Московскую консерваторию Игумнов закончил с золотой медалью и стал в одном ряду с Рахманиным и Скрябиным. Его ученик профессор Мильштейн так вспоминал об игре. Мало кто мог соперничать с Игумновым в красоте звука, отличавшегося необыкновенным богатством колорита и удивительной певучестью, благодаря какому-то особому прикосновению, как бы слиянию с клавиатурой, а также благодаря тонкому, разнообразному, пульсирующему применению педали он извлекал звук редкого обаяния. Яков Флер характеризовал игру Игумнова так. Искренний, изыскательный художник, Игумнов был чужд какой бы то ни было аффектации, позы и внешнего лоска. Он никогда не поступался художественным замыслом. Игумнов не терпел ничего крайнего, резкого и чрезмерного. Стиль его игры был прост и лаконичен. Его кредо музыканта-исполнителя – непосредственность исполнительского воплощения образа, проникновенность и тонкость поэтического переживания. Особенно любил играть Константин Николаевич Рахманинова и Чайковского. Перед Чайковским он благоговел. Музыка Чайковского, которую он называл пламенной исповедью человеческого сердца, была для него самой близкой и родной. Исполнение Игумновым цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского до сих пор остается непревзойденным по чистоте, искренности и непосредственности выражения, а также по звуковому мастерству. Петр Ильич Чайковский. Ноябрь. Из цикла «Времена года». Исполняет Дана Баржаксина, класс преподавателя Терёшиной.
Николаевича Гумнова был не только прекрасным исполнителем, но и замечательным педагогом. В деле открытия талантов и работы с ними он воспитал огромное количество великих пианистов. Это Яков Лиер, Лев Аборин, Мария Гринберг, Мария Гамбарян, Белла Давидович, Абрам Дьяков, Наум Штаркман, Евгений Тимакин и другие. Константин Николаевич отдает все силы и знания молодому поколению. Умение петь на инструменте отличало и Гумнова, и его учеников. Он учил извлекать бесконечное число оттенков форте и пиано, тончайшими градациями педалей, приемом, позволяющим достичь тембрового разнообразия. Обучая других, он учился сам, от своего учителя Зверева. Он унаследовал любовь к мягкому звуку, его необычайному легато-туше. Изобрел свой прием незаметного подкладывания первого пальца. Подкладывания пальцев. Воспитывал протяжный, тянущийся звук. Добивался разнообразия фортепианной звучности. Мощное фортиссимо должно было быть мягким и компактным, без стука, а пианиссимо всегда нестись. Предельно внимательно относился к авторским указаниям и требовал от учеников точного их выполнения. Отношение к авторскому тексту – феномен эстетического и нравственного. Подлинно бережное отношение к тексту служит методом воспитания не только исполнительской, но и человеческой скромности. На первый план выступала интонация как носитель смысла в музыке. Осмысленность музыкальной речи и умение воплощать этот смысл благодаря тонкому мастерству звукоизвлечения отличала учеников Игумнова. Школа Игумнова воплотила и развила традиции пения на инструменте, свойственные русской пианистической школе вообще и фортепианной педагогики, идущие главным образом от Антона Григорьевича Рубинштейна. Антон Рубинштейн, «Ария демона» на воздушном океане из оперы «Демон» исполняет Тишбаев Раимбек. Классно.
Ой, своим покровом верхи Кавказа синит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только месяц золотой из-за горы тихонько встанет, и на тебя украдкой взглянет. К тебе я стану прилетать, гостить я буду до темницы, на шелковые ресницы. Отношение к ученикам у Константина Николаевича Игумнова было внешне сдержанное, отличалось человеческой теплотой, создавало особую атмосферу искренности и совместного творчества ученика и учителя. Игумнов никогда не повышал голос и не хвалил своих учеников. Игумнов произносил: «Ну вот и сыграли». Он тщательно и скрупулезно изучал текст, пытаясь дойти до главной мысли автора, чтобы потом как можно точнее передать ее слушателям. Музыка была для него своеобразной речью, при помощи которой он общался со слушателем, поэтому большое внимание уделял фразировке и интонационно-речевой выразительности. Наряду с этим он умел сам и учил других слышать и осмысливать произведение целиком. Игумнов не был сторонником чисто виртуозного исполнения. Для него темп – это всего лишь средство музыкальной выразительности. И в любом темпе важно, чтобы все прозвучало. Умение передать нужное звучание ценится гораздо выше, чем умение играть громко и быстро. Громкая игра – признак пустоты, говорил Игумнов. Цель занятия не тренировка пальцев, а тренировка слуха и внимания. Тренировать ухо гораздо сложнее, труднее, чем тренировать пальцы, говорил Игумнов. Все решительно сводится к одному – внимательно слушать себя. Так говорил Игумнов. Рояль – клавишный инструмент, а не ударный. Не надо бить клавиши, их надо ласкать. Он всегда создавал реальный, а не абстрактный образ, который был бы близок к пониманию простого слушателя. Игумнов всегда стремился к житейским аналогиям. Передача образа – вот цель пианиста, поэтому огромное внимание Игумнов уделял звукоизвлечению. Его отличало стремление к полному, мягкому, певучему звуку и стремление к максимальному многообразию звуковых красок. Игумнов не любил стука, душой музыки он считал пение. Именно туше, соприкосновение с клавиатурой, а не удар. В ответ на удар будет только стук дерева. Александр Бородин. Маленькая сюита номер 1 в монастыре. Исполняет Яна Куценко.
звучания, направить внимание на то, чтобы каждый звук был ясным, округлым, достаточно насыщенным и полным. Одной из важнейших задач исполнителя – петь на фортепиано, но петь искренне, задушевно, глубоко передавая смысл произведения. Полезно осознать в отдельных построениях наиболее значительные звуки, интонационные точки, как называл их Игунов, вплоть до главной кульминации сочинений. Интонационные точки, говорил Игунов, это точки тяготения, влекущие к себе центральные узлы, на которых все строится. Они очень связаны с гармонической основой. В предложении, в периоде всегда есть центр, точка, к которой все тяготеет и стремится. Это делает музыку более слитной, связывает одно с другим. Александр Скрябин, этюд до диез минор, опус 2 номер 1. Исполняет Ирина. Соотношение звучности необходимо, чтобы сквозь живое и выразительное сопровождение ухо дослушивало, а палец доводил каждый звук мелодии до конца. Игумнов говорит, звучит только то, что держится. Дальше хочется рассказать, как Игумнов строил фразу. И отвечая на вопрос, как же суметь спеть на фортепиано мелодическую фразу, Игумнов говорил: типичная фраза напоминает волну, накатывающую на берег,
и откатывающиеся от него. Самое главное определить местонахождение берега, той кульминационной точки, к которой катится мелодическая волна. Точка эта приходит обычно к концу фразы. В определении такой точки помогает проигрывание фразы в целом и в скором темпе. Выяснив, где находится кульминационная точка мелодической волны, следует так распределить дыхание руки, чтобы оно неслось к этой точке или тяготело. Заключительные звуки должны опасть, выдохнуться на взлете того же дыхания. Эдвард Грик, «Сердце поэта», исполняет Дана Баржаксина, класс преподавателя Терёшиной Александровны. Соприкосновение с клавиатурой должен являться принцип слияния пальцев с клавиатурой. Это выражение само по себе как бы перекликается с выражением соприкасаться с клавиатурой. При работе над звуком мы должны уберечься от ударных тенденций. Игумнов писал: нелепо давить на стул, когда сидишь, не менее нелепо давить на клавиши, когда играешь. Необходимо стремиться к плавным, слитным и оправданным движениям, которые будут естественны и свободны. При этом, прежде всего, нужно помнить, что сыграть на фортепиано в физическом отношении очень легко. Игумнов говорил: при исполнении кантилены пальцы следует держать как можно ближе к клавишам и стараться по возможности больше играть подушечкой, мясистой частью пальца, то есть стремиться к максимальному слиянию пальцев с клавиатурой. Нужно слиться с ней, примкнуть к ней. Таким образом, певучесть звука – это основное его качество.
было, есть и будет важнейшим условием хорошего исполнения. Особую роль в его прекрасной звуковой гамме играла педаль. Он владел ею удивительно тонко, создавая особый колорит. Как в живописи, говорил он, нужны красочные мазки и пятна для создания общего фона. Так в музыке педаль нужна для создания красок. Клод Дебюсси, арабеска номер 1 ми мажор, исполняет Ирина Сивчук.
важным отличительным признаком педагогики Игумнова было стремление научить ученика работать самостоятельно. «Нет, это ужасно, — говорил Игумнов, — что ученики смотрят на меня, как на универмаг, из которого в случае нужды можно получить все, что в данный момент им нужно. Я не хочу быть универмагом. Пускай они сами находят то, что им нужно. Мое дело им помочь, а не давать свои чувства на прокат. Умение не набор отмычек». Все перечисленные выше качества Игумнова, его принципы, стали достоянием его многочисленных учеников. Он постоянно учил их пропускать все через голову, никогда не натаскивал их, заставлял находить в искусстве лишь отправные точки для собственных исканий. «Медленно растет дуб, — говорил он, — не перегоняя быстро тянущиеся вверх тополя и осин, но зато каким могучим деревом он впоследствии становится по сравнению с его столь счастливыми в прошлом соперниками». Игумнов был настоящим педагогом, воспитателем своих учеников. Его показы в классе имели огромное художественное воздействие, так как звуковое мастерство учителя было непревзойденным. Иногда он прибегал к помощи поэтических образов с целью развития творческого воображения ученика. Они дополняли показанное инструменте, а на слова обычно он был скуп. Таким образом, метод педагогики Игумнова – это процесс творчества педагога вместе с учеником. Он имел множество приемов, которые помогали ему вести ученика к одной цели – научиться самостоятельно мыслить и работать в творчестве. Подытожив, хочется сказать, перечислить основные педагогические принципы Игумнова. Первое – это приоритет содержания над техническими средствами его воплощения, которые он реализовывал путем всестороннего анализа произведения и достижением особого игумновского звучания как основного средства передачи смысла музыки и неприятием внешних виртуозных моментов. Второе – интеллектуализация процесса обучения. Третье – активный познавательный интерес учеников, направленный на развитие их творческой активности и самостоятельности. Третье – индивидуальность. Четвертое – взаимное доверие и совместное творчество учителя и ученика на занятии. Пятое – нравственная направленность обучения исполнительскому искусству, выражающаяся в бережном отношении к авторскому тексту и воспитании исполнительской и человеческой скромности учащихся. Выступая на концертной эстраде и воспитав целую плеяду выдающихся исполнителей, Константин Николаевич всю жизнь служил людям, целиком отдаваясь искусству. Принципы, положенные им в основу обучения, не потеряли своего значения и для нынешнего этапа развития фортепианной педагогики. Традиции Игумнова продолжаются в учениках юного поколения. Лев Аборин, Дмитрий Серов, Светлана Терёшина и мы, ученики Светланы Сергеевны, продолжатели традиций школы Константина Николаевича Игумнова в 4-м поколении. Светлана Сергеевна очень любила Сергея Васильевича Рахманинова. Отдавая дань этому прекрасному человеку, предлагаю прослушать шедевры рахманиновского искусства. Сергей Васильевич Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». И романс «О, не грусти» исполняет Адель Нуриахметов.
Сергей Рахманинов. Романс для фортепиано в 6 рук. Исполняет Дана Баржаксина, Ирина Сивчук и Яна Куценко.
номер 4. Исполняет Андрей Слезко. На этом наш концерт закончен. Спасибо за внимание и до новых встреч.